Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Теплые деньки заканчиваются, поэтому мы подтягиваем покрасочные работы. Еще один экземпляр, который будет выглядеть скоро очень красиво, это наш погрузчик Hanomag. Небольшие работы Юра уже произвел, сейчас вы все увидите, ну а на заднем плане он уже на этапе такой переварки крыльев, переварки порогов и тому подобного. Сейчас я все вам покажу. Огромное вам спасибо за поддержку на Boosty. Если есть желание поддержать нас, то обязательно переходите по ссылке. И по подписке на Boosty вы будете периодически получать маленькие коротенькие видосики о том, что у нас происходит здесь в гараже. Так что присаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек, печенье, но мы начинаем работать. Крыша осталась нетронутая, она почти ровная, а мы приступим к выравниванию вот этой штуки. Как вы уже поняли, был произведен демонтаж верхней панели, которая была очень сильно согнута. Юра постарался, смотрите, какая красота. Вот, это лобовая часть. Верхняя часть, да, она немножко имеет повреждения, но самое главное, что теперь Hanomag будет выглядеть красиво. Там вверху это будет незаметно, поэтому мы можем смело устанавливать ее обратно. Единственное, сейчас внутри здесь прокрасим, потому что потом уже не будет доступа, а также зачистили вот там внутри, внутреннюю часть, ее тоже нужно сейчас пройти, прокрасить черненькой красочкой, аккуратненько покрасить. Что было еще произведено в мое отсутствие? Я тут немножко отсутствовал. Юра подварил фонарь, а также он подварил кабину. Видите, нюансики. Здесь добавил нам под резинку. И вот эту часть тоже нам нужно доварить, сделать, чтобы все было красиво здесь. Сейчас все уберем отсюда, наведем порядок. И будем продолжать заниматься нашим Hanomag. Техника очень интересная, поэтому очень хочется побыстрее привести ее в порядок. И чтобы она выглядела еще красивее. Так что двигаемся дальше. Решили открыть пассажирскую дверь. Сейчас откручиваем. Давай, Юр. Надеюсь, она не отвалится. Все. Подожди, может еще где есть? Или завесы закисли? Такое чувство, что снизу там что-то держит, но замка нету там. Ну, сейчас будем разбираться, блин. Вот здесь как держит что-то. Так смысл тогда было этот, если приварили, так смысл было. Давай. Большой очень нюанс у нас есть по панели приборов, особенно вот здесь. Не знаю даже, что и делать. Подварить ее очень сложно, туча проводки идет внутри. Но сейчас будем смотреть, принимать решение. Это наш люк. Он заделан очень надежно. Но, возможно, его есть возможность восстановить. Сейчас будем пробовать, смотреть. Вот здесь, Юр, конкретно, вот. Она просто так прикорела. Во, только не спеши, можешь отломать. Завес веду. Давай, надо попшикать их, и все оно будет работать. Их даже, вон, видишь, можно прошприцевать. Масленки есть. Вот, видишь, резинка идет снизу, как я тебе и говорил.
Ну, это логично, что она должна быть по периметру. А, у нее, видишь, как сделано? Наверх еще накладка есть даже, чтобы ходить по ней было удобно. Я думаю, так мы не будем робить. Пока Юра там подваривает правую сторону, фонарь, двери, я же занимаюсь салоном. Снимаю сиденье. Сейчас посмотрим. Оно у нас вообще, по идее, пневмосиденье. Попробуем снять и посмотрим. Гранмер. Посмотрим, что тут и как. Чего они такие тяжелые? Это просто ужас. Знаете, что Юра сказал? Говорит, если возле сидения есть кнопка, это означает, что там есть компрессор, ты нажимаешь на кнопку и подкачиваешь сиденье. Я ему до последнего не верил, но каково было мое удивление, что вот производители сидения для спецтехники пошли на безумнейшие меры и просто установили компрессор внутри сидений. Я такое вижу первый раз. Вон красавец стоит. Сейчас покажу. Вот он. И самое главное, что вся эта схема рабочая по ходу. Сейчас вот у нас аккумуляторы подсевшие. Заряжу аккумулятор, попробую и вам покажу, естественно. Может быть, он даже накачается и будет работать. Прикиньте. Действительно, почему бы не поставить электрический компрессор? Подкачал себе, воздух закончился, подкачал. Нормальная тема. Вот такой вариант сидения у нас стоит на Ханамаге. Я в шоке. Давай. Точно 24? Нормально валит. Нажми ногой. Ну, короче, работает, и это уже радует. Правильно? Да. Не спускай, видишь. Будет работать. Ну, больше только подкачать нужно. Так, друзья, товарищи, начали мы делать люк и поняли, что, к сожалению, он не выжил. Юра здесь зачистил, сейчас я покажу вам его, но принято решение все-таки закручивать эту вот часть, а потом, может быть, найдем люк подходящего размера. Он не сильно большой здесь, вот, но, к сожалению, восстановить его нереально. Поэтому, наверное, на герметик просто кусочек металла закроем и все. Ну, как-то так. Я пытался, но что меня удивило, это редчайшие конструкторы немецкие. Они сделали люк из двух частей. Одна часть открывается так, а вторая часть в люке открывается так. Но это все закорело и, к сожалению, не работает. Сейчас покажу вам. Вот так выглядит люк. Он, к сожалению, уже весь дырявый. Но шансов у него выжить нету. Но насколько продуманно, видите, у него сделано две системы. Одна открывается в одну сторону, а вторая часть его в другую. То есть такой вот люк. Очень хотелось бы его восстановить, но, к сожалению, уже все выломано здесь. Ну, до нас, можно так сказать. И он гнилой. Но нету смысла уже. А рамка люка выглядит вообще страшно. Ну, это примерно вот как она выглядит. То есть тоже ей каюк. Так что такие дела. В общем, продолжаем работать, просто зашьем куском металла и все. Так, у нас дилемма. Сейчас вот нужно выбрать для погрузчика нашего цвет.
Я хочу покрасить в стиле John Deere. Вот прям очень хочу. Ну, нам вот предлагают такую краску. Вот это оригинальный цвет. Так. Я к тому, друзья, что это сложный очень процесс все это выбрать. Вот оригинальный цвет John Deere. Нам предлагают вот такой цвет. То есть, вот, он очень близок к John Deere. Наверное, будем рисковать. Аналоги уже, ну, совсем не то. Вот, вот, ну, полный хлам. Короче, рискуем, берем вот такой цвет. А что с этого выйдет и как это будет выглядеть на самом деле, это, естественно, риск. Но, если не рисковать, то не нужно пить и шампанское. Так, друзья, на какой мы стадии, сейчас вам покажу. К нам присоединился Даня. Всем привет. Даня тоже студент первого курса, нам помогает здесь возиться с техникой. Фанат-любитель. Ну а мы сейчас вот на такой стадии, что изготавливаем замок. Потому что здесь, может, вы помните, не помните, просто было на болт скручено насквозь и все. Но я хочу сделать, чтобы здесь дверь открывалась, поэтому устанавливаем замок. Вот такой вот Ford Transit. Хороший качественный замок будет работать. Также подшпатлевываем какие-то места, которые нужно будет потом зачистить нам, чтобы было более аккуратно все это выглядело. Ну и потихоньку, медленно и уверенно готовимся уже к покраске. Покраске Ханамага, краску заказали. То есть все классно, все приедет. Чуть-чуть мне не нравится верхушка, но по сравнению с тем, как там было, все отлично. Не забываем, что это спецтехника, это трактор, и сильно тут париться уже не надо по поводу его подготовки. Хотя мы приложим, конечно же, максимум усилий, чтобы все это выглядело аккуратно и красиво. Ну что ж, продолжаем, зачищаем, шпатлюем и варим замок. Хочу его сейчас доварить уже до конца, там варить гаечки и попробуем закрывать дверь. Для крепления замка привариваю внутри гаечки. Особенно вот здесь очень важно. Ну и сейчас мы его можем даже уже примерить. Примерно вот так вот. Чик. И прикрутить его на свое место. Самый важный и интересный момент — это покраска проделанной работы. Также к замку приварил вот такой болтик. Сюда накрутится у нас барашка, и у нас будет открыватель двери. Его, кстати, тоже покрасим. Ну вот результат нашей работы. Покрашено все, замок установлен. Сюда чопичек сделан такой. И сюда на станке тоже выточил вот такой чопик. Все, короче, на чопиках. Ну, все закрывается четко, идеально. Первый щелчок и второй щелчок. Все. Снаружи она не будет открываться, дабы никто не лазил. Только изнутри. Ну, такой зазорчик, относительно все ровно. Еще резинка станет, будет все четко. Итак, друзья, мы продолжаем работать. Кто помнит, у нас здесь была проблема, это вот вогнутая задняя решетка. Сейчас попытаемся решить эту проблему. Идет здесь трубка, а к трубке кусок металла приварен. Такая схема непонятная, для чего так. Ну, такая конструкция. Здесь у нас сильно вмято. Сейчас попытаемся здесь либо вырезать новую варить, либо тут кусочек трубки, может, варим. Сейчас что-то будем думать. Вчера подзачистили уже шпатлевку кое-где и разобрали салон. Вот эту часть разобрали кабины нашей. Здесь какое-то должно быть крепление для печки. Вот, ну сюда купим печку, поставим. Вот, в эту часть. Она закрывается вот так вот панельками. И вот такая там грязючка. Тоже нужно все это будет отмыть. Также нужно разобраться вот с этим вопросом. Пока что как разобраться, я не знаю. Но будем смотреть. Возможно, придется тут что-то разбирать. Сейчас будем тоже этим вопросом заниматься. Но здесь относительно все выгребли, всю грязюку. Дверь работает четко, все хорошо. Так что занимаемся. Я буду здесь заниматься, Юра будет заниматься параллельно задней решеткой. Ну и таким образом мы потихоньку будем продвигаться уже к покраске.
Первая усиливающая деталь вварена. Сейчас вырезаю полоску вот из того металла и сюда вварим полосочку, и все будет у нас четко. Тоже вот здесь были плохие шпильки, решил приварить шпильки. Ну и эту часть все восстановил. Выглядит почти как оригинально. Осталось только немножко сваркой зачистить, и все будет красиво. Сейчас это сделаем, и потом уже будем заниматься решеткой самой. Ну вот, пришлось немножко здесь поработать, конечно, повозиться, понервничать, но есть результат. Вот так заварил. Здесь еще пройдусь шпатлевочкой, чтобы подровнять все это красивее. Там еще не обрабатывал тоже. Закончилась кислота, к сожалению, и сварка тоже закончилась. Вот, так что такие дела. Сейчас отправляюсь на обед, после обеда продолжим. Убрал я весь здесь мусор, навел опять порядок, повторно уже. Зашпатлевал нашу панель, где в местах сварки, потом чуть-чуть зачистим, покрасим черной краской, и будет выглядеть все красиво. Следующее, чем я хочу заняться, это наводить порядок по кузовне, то есть устранять вот эти нюансы, где-то перечищать вот это, видите, совсем с этим нужно бороться. Потихоньку, помаленьку, но нужно, и никуда от этого не денешься. Вот, также может быть, не знаю, ну, наверное, пока тут не буду сорить, пока вюрт работает. Вот, не знаю, показывал я вам, не показывал, сварил тоже фиксатор двери, сделал, чтобы уже у нас все работало. Вот, нужно будет дверь зачистить, вот так он фиксируется, и уже дверь тогда не закрывается. Надо закрыть дверь, просто на себя потянул. Ну, тут все предельно просто, элементарно. Вот, но здесь, естественно, что-то, то ли чопик найду, что-нибудь придумаю, пока что не до этого. Работы, как обычно, у нас очень много, вот, поэтому мелочевочки эти все еще будем со временем доделывать. Наша основная задача, пока тепло, покрасить наш погрузчик. Промежуточный этап — это мойка нашего Ханамага. Вот такая выглядит здесь вот так салон. Но отмылся, смотрите, там все было в грязи, сейчас все красиво. Вода, правда, стоит, но это не страшно, мы губкой потом ее вымокаем. Ну, то, что стоит, это означает, что кабина не гнилая, правильно? Вот, это хорошая новость. Так что мыл я еще его, мыл. И понял, что, наверное, нужно нам будет снимать колеса. Так я его не покрашу. Скорее всего, что не покрашу. Вот, но, не знаю, я один. Юра уехал в рейс, и не факт, что я справлюсь с этой задачей. Но благодаря 5-й или 10-й мойке я нашел прокачивающие штуцера для наших тормозов. А это означает, что тормозам в Ханамаге быть. Возможно, они просто нуждаются в прокачке. Возможно. Вот, если я здесь, допустим, могу еще подлезть, так, покрасить, то задние мосты нужно снимать по-любому. Ой, задние колеса нужно снимать по-любому, чтобы подлезть. И, возможно, я все-таки на это пойду. Потому что нужно прокрасить щитки нормально, там задний мост прокрасить и его отмыть. Так что работы очень много, но будем делать максимально хорошо. А получится, как обычно. Но думаю, получится хорошо. А еще, друзья, я отломал фрезу. Вот, к сожалению, спешил. А вы же знаете, поспешишь, людей насмешишь. Резко, ну, мыл, дернул резко. Я об колесо вот здесь зацепился.
То ли об зуб этот туда переходил и, короче, отломал кусок нашей фрезы. Но что поделаешь, спешишь и всегда смешишь людей. Ой, поехали домой. Ну что ж, заднюю часть погрузчика я почти уже подготовил, много зачищал, там подравнивал, где-то подшпатлевывал еще, заклеил уже задние фонари, и сейчас хочу попробовать пробно наносить грунт, чтобы посмотреть, насколько будут видны вмятинки, насколько это все будет выглядеть. Дело в том, что предыдущий покрасчик, он щеткой просто, видимо, такой вот ворсовый по металлу вот так вот водил и понаделал канав. Но их убрать это нереально, то есть я где-то пытался подшпатлевывать, где-то перечищать, но просто уже невозможно, очень-очень много времени на это уходит. Но сейчас я попробую и посмотрим, что с этого выйдет. Грунтуем первый пробный такой испытательный грунтонанос. Что показал процесс грунтования? Ну, он показал, во-первых, что много нюансов. Пришлось вот так вот подшпатлевывать это все. Вот с этой стороны чуть поменьше, но тем не менее много всего. Моментов, нюансов очень-очень много. Но мы должны трезво понимать, что это всего лишь погрузчик и что заморачиваться с ним не стоит. Но я не знаю, не получается у меня так вот, когда я понимаю, что я могу потратить на час больше, там, на день больше и сделать получше, то, наверное, все-таки более правильно делать получше. Вот, но силы и нервы заканчиваются, вот в чем проблема. Ну, будем смотреть, как будет идти дальше эта вся у нас конструкция и вся эта процедура покраски. Но, что хочу сказать, мы это сделаем, нужно чуть-чуть потерпеть. Как я всегда говорю, тут главное не падать духом. Продолжаю зачищать нашу колесницу. Но это такое себе, парни. Уже почистил кабину. Вот нужно будет ее грунтовать. Потом потихоньку начинаю уже вот сюда переходить. Там стрелун. Чистил щиток. Ну и понял одну схему. Изначально он был явно желтого цвета, наш Ханамак. Потом кто-то его покрасил качественно зеленым цветом. Зеленым таким вот темно-зеленым. А потом уже наши умельцы, видимо, покрасили его еще вот таким зеленым дешевым цветом. Вот таким зеленым, который выцвел, естественно.
А вот этот зеленый цвет, он покрашен качественно. То есть где-то, я так понимаю, наверное, в Германии его красили. Вот он его цвет. Немецкий, оригинальный. А вот этот цвет уже наш, белорусский. Так что работаем потихоньку. Здесь тоже панельку подзачистил приборов. Ну, одним словом, занимаюсь. Немного надоело уже, но вариантов нету. Третий день чищу. Это серьезно. Ну что ж, вчера мы остановились вот на таком этапе. Здесь прокрашено незначительно, загрунтовано. Тут крылья. Но сегодня будем продолжать. Пока утро, с новыми силами нужно побольше сделать, потому что потом уже начинаешь тормозить и уже устаешь. И в целом морально устаешь от этой работы. Если кто думает, что это простая работа и такая, знаете, на видео там 20 минут, то это далеко не так. Уходит множество кругов, нервов, сил, времени на все, на вот это, зачистить. Ну, то есть, хочется сделать более-менее хорошо, и поэтому стараешься. Так что продолжаем сегодня работать. Вот, важный этап, это стрела. Еще нам нужно заварить дырку, которая между кабиной и самой установкой. Я чуть попозже вам покажу. То есть, будем сегодня потихоньку заниматься. Краска уже приехала, там лежит. Единственное, 2 банки краски, переживаю, блин, может не хватить. Но будем надеяться, что нам хватит. Еще немного зачистных работ проведено. Все превращается в такой вот полузачищенные варианты. Не знаю, что с этим будем делать. После вот все в пыли, я думаю, нужно обязательно все протирать растворителем перед тем, как грунтовать. Протрем растворителем, прогрунтуем места. Кое-где где-то побольше здесь, может быть, чуть-чуть даже наждачкой здесь еще тоже пройду, потому что везде нюансы. Видите, все зачищено так вот. Ну, и потихоньку, я думаю, уже можно будет грунтоваться. На заднем фоне работает Саша. Саша, всем привет. Привет подписчикам. Саша не удержался и решил приехать. Он к нам приезжает уже 2-й раз, но помочь решил вот в этот раз. Видит колоссальный объем работ и не удержался, решил помочь. Он нам помогает с замывкой, подготовкой. То есть задняя часть у нас почти будет готова уже к покраске. Ну и сейчас начинаем грунтовку. Не знаю, вот здесь появилась табличка, видите, оригинальная, проявилась. Но надо ее убирать, потому что она будет портить весь вид. Сейчас, наверное, ее тоже придется нам счистить. Так что вот так. Еще что-то тучится, друзья. И мне это не нравится. Возможно, нам придется переехать в гараж. Потому что перед покраской нам дождик не нужен прям совсем. Вот, потому что поржавеют наши непрогрунтованные места. А это очень плохо. Еще вам не показал сиденье, разобрал. Оно, кстати, обратите внимание, прошла неделя, но оно по-прежнему накачано. И все нормально с ним. Это очень хороший знак. Снял весь материал. Попросим наших друзей. Может быть, они перешьют нам. Все это сделают покрасивше. Вот здесь с поролоном нюансы тоже. Ну, не знаю, смогут они тут
подклеить немного, либо просто подложить сюда поролона, чтобы это все выглядело поаккуратнее и покрасивше. Ну а само сиденье вот в таком виде, его нужно, конечно, тоже продуть, прочистить, и будет оно гораздо красивее. Оно здесь имеет тучу регулировок, даже, видите, такой своеобразный подпор спины, который меняет положение. Вот так вот он, ну, видите, какие он движения делает. Здесь больше, там меньше. Ну, настолько, конечно, все прикольно сделано. Не знаю, как работают ли эти механизмы, но что-то здесь есть. Это тоже непонятная конструкция. Сами подушки сидений вот на таких быстросъемах. Просто и вставляешь и проворачиваешь, и все. Вот. Вставил, провернул, и все. То есть элементарные вещи, которые вот сделаны, реализованы в немецком сидении. Все, продолжаем работать. Практически 80% загрунтовано, у нас осталось колеса, низы в общем. И сейчас у нас возникла проблема, мы не можем покрасить заднюю часть кабины. И нужно вывернуть ханамага, чтобы покрасить заднюю часть кабины. И только потом мы сможем снимать колеса, чтобы покрасить мосты и колесные ниши. Поэтому принято решение сейчас вывернуть руль и попытаться покрасить заднюю часть кабины. К сожалению, пенек наш упал. Под передний мост я подставлял пенек, чтобы нам можно было снять колеса. Но неважно, сейчас покрасим заднюю часть кабины. После этого заново переставимся. Донкрачу нашу заднюю ось. Но здесь вес, наверное, безумный. Надеюсь, все пройдет как по маслу. Я что-то переживаю, все трещит. Как бы особо не внушает доверия. Принято решение убирать донкрат, потому что все это выглядит безумно страшно. Даже Саше стало страшно, не говоря уже про меня. Проблема в чем? Что у нас погрузчик стоит на ковше, и там в одной точке я поднимаю весь погрузчик, весь. Потому что у него-то рама суцельная, ну, жесткая конструкция, и весь погрузчик я поднимаю в одной точке. Это неправильно. Принято решение откручивать передние колеса, покрасим передний мост и диски передние, потом соберем. Эту часть, наверное, покрасим тоже как-то здесь. Ну, буду смотреть по обстановке. В принципе, по переду здесь достаточно удобно подлезть. Вот, но думаю, что покрашу эту часть. А потом уже будем дальше красить заднюю часть, разбирать. То есть такой план, потому что в целях безопасности это более правильно. Потому что все 4 колеса вывешивать, это очень-очень стрёмная тема. Вот такая будет кабина, черный матовый цвет. Чуть-чуть сомневаюсь я в успехе, то есть, ну, как-то смотрится не суперски. Но у нас будет, когда все покрашено, ярко-зеленый зад, желтый низ, то черная матовая кабина, мне кажется, будет смотреться хорошо, а также будет ярко-зеленый верх. И внутренность зеленая, поэтому, я думаю, должно быть все нормально. Упадет на ступицу сначала. Теперь нужно уже будет повнимательнее. Ага. Все. Выворачиваем чуть-чуть. Сейчас.
Ну вот такой вид принял наш Ханамак. Так выглядит ступица. Сейчас есть хороший доступ все это почистить, покрасить, чтобы все было красиво и аккуратно. Ну, диск очень мощный, очень тяжелый, блин. Так, ну здесь вот немного есть у нас так некрасиво. Ну, я думаю, это мелочи. Все, отлично. Снимаем второе колесо. Все, оба колеса сняты, теперь можно начинать зачистные работы. Диски у нас зачищены, передний мост тоже почти зачищен, чуть-чуть еще добавлю, протру его растворителем. И в принципе, какой план? Покрасить диски, покрасить передний мост, ступицы, здесь покрасить зелененьким и собрать переднюю часть. И она у нас будет уже окрашена. Потом будем продвигаться к заднему мосту и потихоньку мы покрасим Ханамага. Вроде бы так должно быть вся эта схема выглядеть. Как будет на самом деле, пока что я не представляю. Но работы проделано уже очень много, отступать нельзя. И вы знаете, когда начинаешь уже наносить красочку, то чуть-чуть на душе становится легче, что все-таки определенный этап уже в покраске пройден. Огромное спасибо нашему зрителю и подписчику Александру, который приехал из Москвы. Саш, ты где? Здесь. Да, Саша уже уезжает, но ему огромная благодарность. И обязательно ставим лайки и пишем комментарии. То, что Саша будет наверняка читать, и ему будет приятно. Он очень сильно помог. И вы сами понимаете, что такое один человек работает, а что такое работает два. Да, покраска зашла уже очень далеко, но хочется сделать хорошо. Потому что покрасить за 2 часа я могу покрасить. С 5 метров вы не увидите никакой разницы. Но я крашу не для вас, я крашу для себя, чтобы мой глаз радовался, и я не переживал, что у нас, коряво покрашено, скажем так. Поэтому стараемся максимально хорошо сделать, насколько позволяют нам технические возможности. Ну и, конечно же, силы. Все, огромное вам спасибо. Буду рад, если поставите лайки, напишите комментарий в поддержку нашего канала. Также спасибо огромное, что переходите по ссылкам наших спонсоров. Одним словом, хочу пожелать, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди. Всех благ и всего самого наилучшего. Увидимся в следующих сериях. Не переключайтесь.